Ну что же, довольно стандартный тест. Мы включаем видео, и сейчас вы видите параллельно, как великий и ужасный Honor Magic 5 Ultimate может снимать или не может под водой. Кстати, не сбросился. Обратите внимание. Хорошо. Можете снимать под водой. Хотя нежелательно это, конечно, делать. И это такой себе тест. Но вы же за влагозащиту платите. Почему бы и не проверить ее, правильно? Тем более, повторяюсь, у меня яблоко тонуло 14 Pro. Сбросился. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам о вот этом смартфоне. Это Honor Magic 5 Ultimate. Он практически не отличается от Honor Magic 5 Pro, обзор на который уже был на канале, но... Самое важное, что они допилили прошивку, Antutu допилила свои тесты, он уже выбивает 1 250 000 баллов с его Snapdragon Gen 2. Кое-как G-Box дообновился, то есть стали программы проще вставать. Ну а самое главное, у меня получилось провести тест на Твиче с ним, плюс еще погонять чуть-чуть дольше в сравнении с iPhone 14 Pro Max по видео. Я могу вам уже более-менее рассказать, что и как. Плюс я еще сейчас тестирую Pixel 7a, и я не совсем понимаю, зачем нужен Honor, если говорить про съемку. Но все равно у него много плюсов. И в съемке тоже. Хотя бы то, что он переключается в 4К 60 FPS со всех трех модулей. У него, разумеется, супер прочное стекло. Он есть с глобалки, то есть с гуглами сразу. У него, разумеется, стерео, инфракрасный порт. К сожалению, нет мини-джека. Но все по фэншую, как и у других флагманов. То есть здесь Snapdragon 8 Gen 2, UFS 4.0, полная защита от влаги, как вы в самом начале видели. Все в нем практически классно. Но, разумеется, есть просто море минусов. Начиная с того, в первую очередь, что если вы будете приобретать данный смартфон в китайской версии, у вас не будет гуглов. На данный момент я не знаю, как их накатить, а ценник на него просто конский. Смотрим. Распаковка. Поставляется Honor Magic 5 Ultimate в черной, довольно габаритной коробке из плотного картона. Пакинг, конечно, царский. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. В комплекте мы имеем сам смартфон, кабель для зарядки с Type-C на USB-A, небольшой блок питания на скромные по нынешним меркам 66 Вт, как, к слову, и в Honor Magic 5 Pro, обзор на который, разумеется, уже был на канале, чехол хорошего качества, краткое руководство и ключ для извлечения прорезиненного слота на 2 нано-сим-карты. Карту памяти установить нельзя, и eSIM смартфон у меня не поддерживает. Может быть, в глобальной версии будет поддерживать. Весит смартфон без чехла 217 граммов, а габариты составляют 163 на 77 на 8,7 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще Poco F5 разыгрывается на канале в этом месяце. В описании есть ссылка на запись стрима с условиями. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все эти три сети очень полезны. Перейдем к смартфону. Смартфон доступен только в черной и оранжевой расцветке. Тыльная часть выполнена под кожу, а рама алюминиевая. Дизайн устройства интересный из-за восьмиугольного блока камер с золотой окантовкой и рельефной частью. Но Magic 5 Pro, как по мне, выглядит более солидно. Сборка хорошая, как и качество материалов. В руке смартфон лежит удобно, из рук не выскальзывает. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.1, Gen 1 с поддержкой функции DisplayPort Alt Mode, за что спасибо. Далее есть микрофоны, 2 основных динамика, 1 разговорный. В стоке есть DTS-X ультразвуковые эффекты, само звучание неплохое. Топовым его не назвать. Что-то среднее. Аудиокодеков на борту достаточно, вибромотор тактильно неплохой, но настраиваемый. Мини-джека нет, но есть ИК-порт. Ко всему, данная модель имеет водонепроницаемость класса IP68. В начале ролика вы наблюдали, как смартфон справляется с утоплением, как он записывает съемку под водой. На момент выхода обзора со смартфоном все в порядке. Смартфон оснащен OLED Full View дисплеем на 6,81 дюйма с разрешением 2848 на 1312 пикселей. Экран не прямой, а водопад с закругленными краями. Покрыт 3D нанокристаллическим
стеклом повышенной прочности. Есть поддержка 1,7 миллиарда цветов, HDR10+, соотношение экрана к корпусу 92,33, соотношение сторон 19,54 к 9, плотность пикселей 460 ppi. И это неплохо. Экран такой же, как и в Magic 5 Pro. Это вообще фактически его копия. Пиковая яркость 1800 нит. При прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. Запас яркости хороший. Автояркость отрабатывает быстро и корректно. Смартфон поддерживает адаптивную частоту обновления экрана LTPO от 1 Гц до 120 Гц. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 пальцев одновременно. Частота регулировки шима 2160 Гц. Результаты шима средние. Полноценный Always On дисплей в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и очень быстро, но расположили его низко. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему несколько одинаковых отпечатков пальцев зарегистрировать нельзя. Распознавание лица срабатывает быстро и корректно даже под углом. Завести можно биометрические данные только одного лица. По процессору здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, операционная система Magic OS версии 7.1 на базе Android 13 версии. Google сервисов в китайской версии нет, нужно все устанавливать через Gbox. Русский язык на борту, оперативная память LPDDR5X, она здесь на 16 гигабайт. Внутренняя память очень быстрая UFS 4.0 на 512 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G Band 7 и 20 на борту также установлен радиочастотный чипсет Honor C1 для улучшения качества связи. Дискретный чипсет безопасности, дискретный чипсет дисплея. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения не подводил. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, можно установить МИРП и оплачивать покупки NFC модулем. Из навигации на борту GPS GLONASS, GPS Beidou и Galileo. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 5350 мАч. В письмарке смартфон выдал безумные 12 часов 33 минуты, но единственное, у него была автояркость включена и включена автогерцовка. Но это все равно космос. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 66 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт. За сколько заряжается от 0 до сотки, вы видите на экране. При просмотре роликов на YouTube за час уходит в среднем 7% заряда, в играх за 1 час в среднем уходит 19% при максимальной яркости и одновременном стриминге на Твиче, и это прям очень круто. На лайв-канале можете посмотреть запись тестов. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит далеко не лучшим образом. 331 гипс минимально, максимально 438 и в среднем 359 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре и в мультикоре, сколько он выдает, вы видите. 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 3186, Wildlife Stress Test 12854, Wildlife Extreme Stress Test 3690, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, на максимум. В Antutu, после обновления Antutu, он выдал мне 1 253 000 попугаев. Вот так вот. Storage тест показал довольно приличные, опять же, после обновления Antutu, 119 000. Это, конечно, не космос, как у некоторых по 136, но тоже прилично. А вот 45-минутный стресс-тест прошел он ожидаемо ужасно. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров. Основной широкий сенсор на 50 мегапикселей со светосилой f1.6, лазерной автофокусировкой, DTOF и оптической стабилизацией. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса и телеобъектив с перископом также на 50 мегапикселей с 3,5-кратным оптическим зумом. 100-кратный цифровой зум на борту, оптическая стабилизация с апертурой 3.0. Также на борту есть двойной режим стабилизации, оптическая плюс цифровая, датчик мерцания, мультиспектральный датчик цветовой температуры, LED-вспышка, направленный микрофон и система Falcon. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, запаса 8К нет. Во время съемки, если зумировать кадр, то смартфон будет переключаться между основным сенсором и телеобъективом, что плюс. С фронтальной части мы имеем основной сенсор на 12 мегапикселей и 3D датчик глубины, находится вырез в левом верхнем углу экрана, выглядит в целом аккуратно. Максимальное разрешение для съемки видео 4К в стоке, на смартфоне есть достаточное количество различных режимов, фильтров и вспомогательных функций. У фронталки есть возможность зумировать кадр, короткие примеры вы сейчас увидите. И фронталка 4К 60 FPS у одного девайса, у другого девайса 4К 30 FPS, разумеется, у Honor 4К 30 FPS, специально без очков, чтобы им было чуть-чуть легче. Вы видите, какой огромный угол у Honor. Разумеется, можно сделать X1 или 0.8, и вот такой же будет в 0.8 угол, как у iPhone. И да, насчет дырки я не акцентировал в этот раз внимание, потому что все упорно и долго кричат, что
Это Face ID, да, отстань от этой дырки огромной фронталки. А я отстал. Я отстал. Что осталось? Осталась съемка, потому что мы с вами согласны, что в глобале стоит это просто космос. А если брать не глобал, то ну, все эти танцы с бубном, с постоянной установкой, я говорю, я замучился. Я не люблю Honor и Huawei, когда там нет гуглов, потому что любые вообще какие-то действия, которые связаны с моей деятельностью, это головная боль. У вас вполне возможно что-то по-другому. По поводу соцсетей, удобно или нет, я повторяюсь, что мне лично удобно, когда у тебя прямые грани, печатать мне удобнее, быстрее, играть удобнее. У вас может быть совсем другая история, поэтому фронталка будет работать примерно так. Ну и это основная камера, опять же 14 Pro Max и Honor Magic 5 Ultimate. Идеальные условия для съемки. Повторяюсь, почему я пользуюсь яблоком для подсъема, потому что у него лучший автофокус и он самый стабильный. То есть да, он лагает. И я на него, повторяюсь, еще и не делал обзор. Повторяюсь, я не повторяюсь, да, как в анекдоте. И смысл в том, что, в принципе, Honor снимает на основную камеру хорошо. На фронтальную вы видели разницу. Я не скажу, что Honor снимает идеально. И есть те же Samsung, есть те же, не знаю, Huawei за копейки, которые Huawei Mate 50 Pro, 50 тысяч рублей, Авито завалено, welcome, набираем. По поводу Авито и всего остального, как мне многие пишут, да где ты нашел? Читайте комментарии, люди еще дешевле покупали, там и за 42 кто-то, и за 44. Mate 50 Pro особо по съемке не отличается. А если говорить о часах, мне в итоге Али не отправила часы, в итоге я купил их за сколько? Барабанная дробь, Ультимейте я взял за 46. Вот вам и разница. Ты бежишь, покупаешь хуавеевские часы, как только они начинают продаваться за 100, и они потом стоят 40 с копейками. Или берешь, покупаешь Ультимейт, пусть они выглядят как часы, которые стоят 2000 рублей, но я-то знаю, что они не 2, они не особо в стоимости теряют яблочные. Магия маркетинга, да, но мы с вами проверяем камеры, вот так они будут работать. Для вас это, кстати, не 4К 60 FPS, для вас только 1080p 60 FPS, но тоже неплохо, кстати. 4К 60 FPS, iPhone 14 Pro Max и Honor Ultimate. Вот сейчас вы видите, как по-разному они снимают движущиеся объекты рядом с дорогой, технически внутри дороги. Как кто видит номера, я вижу кроп у Honor довольно приличный, может быть, мне кажется, может быть, вы меня поправите. Можно уходить в обод. Но ультраширик нельзя, что естественно. Отлично, 4К 60 FPS, и вы знаете, как выглядит значок Макдональдса, он же еще не запрещен. Видите, желтый, а на Honor он не совсем желтый. Внимание, вопрос. Вот сейчас я, допустим, пытаюсь кроп поймать. Посмотреть, у кого больше кропа. Я сейчас вижу, что у Honor он больше. И неудивительно, что по идее у него должна быть лучшая стабилизация. Но посмотрите работу со светом. Самое приятное, что сейчас еще даже не темно, но уже освещение включено. И как раз смартфоны могут показать свой полный потенциал. А к слову, еще раз повторяюсь, что на 14 Pro Max я практически все подсъемы делаю. Я пытался все перевести на камеры, но нет. Тесты, да, снимаются на камеры, а все остальное нет. Вот сейчас это 4x3 и, разумеется, все поплыли. В общем, в X1 смотрим, как стабилизация отрабатывает. Встали, подвигались, пошли на пляж и еще немного постояли. Как-то темнит Honor. У меня, во всяком случае, такое ощущение. И фронталка у нас у Honor и у iPhone. iPhone снимает в 4К 60 FPS, Honor снимает в 4К 30 FPS максимум. Но на Honor можно переключать на 0.7, и, наверное, это кому-то будет даже удобно. Зайчиков яблоко ловит чуть-чуть усиленнее, но зато там информацию какую-то можно вытянуть. Роллинг шаттер смотрим. Ну, фронталка плюс-минус неплохая, по мне, и там, и там. И скинтон, и там с бедой. Так, вроде я нашел положение, при котором я могу два смартфона держать одновременно во время езды. Так делать, разумеется, нельзя. Держу их не совсем плотно, поэтому если будет какая-то дерганая картинка, вполне возможно, они не виноваты. Но для сравнения это прям, мне кажется, очень интересно. Это было
очень. И вот так примерно вы сможете снимать на iPhone, на стоковую камеру, либо на стоковую камеру Honor. На айфоне какая-то дымка вроде бы, а может быть нет. Не знаю, вам виднее, ну и мне, когда я увижу это все в программе. 60 FPS. Ну что, Ковальский, нас застукали, улыбаемся и машем, да? X4 на Honor, X3 на iPhone. Вот так сможете снимать на X1. Еще раз, телевик X4 на Honor и X3 на яблоко. И так сможете снимать пингвинчиков. Вот 4К 60 FPS для оленей. Сравниваем Honor с яблоком. Их можно кормить здесь. Кстати, мне кажется, что только посетители их и кормят. И вот так покупают траву. Но, к слову, когда я приезжал, они уже эту траву не могли есть, они просто убегали. Здесь их, видно, специально, наверное, кроме как этой травой не кормят, чтобы они от посетителей не уносились. А так, как контактная штука, просто цвет блеск. По поводу стабилизации и всего остального решать вам. Что-то меня Honor слегка колбасит. Жарко. И съемка, повторяюсь, с двух рук без штатива. Насколько хорошо получается решать вам. Но в целом вот так. Так, ну и в сравнении фото все будет быстро и безболезненно. Почему? Потому что вы должны понимать, что слева у нас яблоко, справа у нас, разумеется, великий и ужасный Honor. И насколько Honor хорош, вы можете увидеть на фотке. Вот это была фронталка. То есть у Honor правильный цвет рубашки, детализации, и в целом он прям повел себя великолепно, несмотря ни на что и вопреки всему. Теперь основной модуль, ночное фото, и вы сейчас видите коня на iPhone 14 Pro Max и коня на, разумеется, Honor. В чем здесь отличие? Разумеется, в том, что детализация у одного смартфона и у другого очень сильно разнится. Посмотрите, как конь переосвещенный в каком-то смысле намного лучше выглядит почему-то на яблоке. Но основной модуль у яблока ночью мне понравился больше. Шумов здесь может быть чуть-чуть в каких-то местах больше, но если посмотреть на, опять же, дерево, допустим, если посмотреть на различные объекты, которые были с пересветом, то яблоко справилось лучше. Хотя, опять же, вот посмотрите, номер у машины намного лучше прорисовался у Honor. И как здесь говорить, что детализация лучше у яблока, это только вот определенными, опять же, моментами. Смотря на что ты обращаешь внимание, как говорится. Еще одно ночное фото, и обращаю внимание в первую очередь я на такую вещь, как надпись Макдональдс. На Honor она, если вы обратите внимание, четче намного. Понятно, можно сказать, что я уже просто замучил бедный iPhone, тем, что я постоянно на него снимаю, но объективно вот здесь у нас все намного читабельнее, чем на яблоке, и сравнивать фотовозможности при такой разнице смысла нет. То есть я могу здесь поискать, конечно, какие-то неточности у Honor или рассказать, что вот видите, движение здесь более размыто, здесь менее размыто, но по факту он уделывает яблоко по полной программе. В плане детализации это точно. Если говорить про съемку рептилий на телевик, вот апертура 3.0, все было хорошо. То есть вот это через очень мутное стекло с очень плохим освещением сможете фотографировать что угодно. Опять же, если это безопасно. То же самое, это у нас телевик X10, и вы видите, что даже в ночью при таком X, в принципе, съемка ведется более чем адекватно. Цвета соответствуют, все хорошо. Я говорю, чем мне нравится Huawei и Honor, это объемом, что видео, что фото. Ну и небольшой пример ультраширика. Здесь не забываем, что как бы не был хороший аппарат, при любом раскладе данное устройство с ультрашириком будет раз растягивать картинку, а два будут замылены края до такой степени, что вам захочется это дело все обрезать. Единственное, для чего ультраширик пойдет в плане на 100%, это выгрузку в соцсети, потому что с такого расстояния вам будет казаться, что все хорошо. А вот это телевик на пингвинов. X10, разумеется, они были в движении. Кого-то он поймал, кого-то не поймал. Как он выставил ISO в автомате, вы видите.
не особо хорошо, как и я, но апертура была 3.0. И в целом девайс справляется по мне на ура. Ощущение от фотографии, что она живая. Напоминаю, что все подобные штуки у меня будут выгружены в телеграм-канал мой личный, и сможете исходники на своих калиброванных мониторах посмотреть и оценить, потому что какие-то кадры, разумеется, будут удачными, какие-то нет. 4К 60 FPS, какой, как говорится, обзор без крокодила. Вот так, их здесь разводят, и потом укращают. 4, 10. И маленькое шоу сейчас вот с этими вот штуками будет. Если захотите снимать экстрим, то примерно вот так сможете два экрана его снимать. X5, X2, X1. Нужно экранчики менять. Допустим, так. Да-да-да, я тоже этого не понимаю. Но у всех свои профессии. Опа. Это все можно в режиме реального времени менять. Опасненько, правда? Вы посмотрите. Я этого не понимаю. 4К 60 FPS и вот так в жару делают кофе. X4 здесь. И 4К 60 FPS, съемка с одной руки, Honor, Ultimate. Сравнение вы увидели с айфоном, хотя какое-то оно было странное, но все равно. И сейчас вы можете увидеть, как снимает Honor. Напоминаю, что обязательно кататься в шлеме. Второе, обязательно две руки, если только это не безлюдная улица. И третий момент, разумеется, под выпившим не стоит. Допустим, вчера был дождь, и даже в маленьком городке в 100 тысяч населения 17 трупов. Вот и все. Все на байках. Поэтому еще раз повторяю, что это в принципе транспорт, средство повышенной опасности. Особенно если это транспорт не там какая-нибудь машина, у которой хотя бы какие-то подушки безопасности не есть. Байки и любые подобные средства — это капсулы смерти, особенно если вы не одеваете шлем и никоим образом не выполняете правил дорожного движения, не соблюдаете скоростной режим. Почему? Потому что вот вы видите, допустим, я катаюсь, в примерах, сколько людей проезжают сплошную, а перекрестки здесь это вообще просто что-то с чем-то. При том, что по большому счету плюс-минус дороги везде одинаковые. Как говорится, вы можете 1000 раз быть правы, но когда в вас кто-то впаяется, вам уже будет все равно, правы или нет. И к чему это все? К тому, что вот так примерно будет снимать смартфон в 4К 60 FPS ночью, если вы будете передвигаться где-то на байке на Honor. Напоминаю, что Smart в принципе уже вышел довольно давно, то есть все прошивки, какие должны были допилить его камеры, допилили, по идее. И сейчас уже, видим продукт уже готовый. И фронталка. Напоминаю всем, кто мне пишет, почему так много видеосъемки. Друзья, есть тайм-коды, вам не обязательно эту съемку смотреть. Тайм-коды с минусами, с выводами, с сравнениями. Кому не хочется смотреть вход, выход с эпилогом и всей остальной ненужной информации, вы можете просто в XPA смотреть основную часть и получите обзор за 4 минуты. Сами будете делать выводы, сами будете пытаться найти минусы по форуму на т.д. и т.п. И никаких претензий. Вот так, примерно, вы сможете себя снимать на 0.7, на 0.8 и на X1. Ни в коем случае так не делать. В шлеме, разумеется, микрофон хуже, но вокруг источников шума по минимуму. Сами видите, что машин немного проезжает. Насчет того, как отрабатывает фронталка, она отрабатывает по мне неплохо. То есть ночью, в принципе, идеально ничего не снимает. Ни основная камера, ни фронтальная, ни у кого. Но кто лучше, кто хуже, опять же, решать вам. Примеров уже достаточно. И давайте на, получается, фронталку посмотрим, как вы сможете себя любимую снимать рядом с животными. Кормить сейчас тебя будем, подожди. И вот она, попытка покормить, но вполне возможно, они уже переевшие. Нет, еще что-то берет с рук. Вот так. Примерно вы сможете себя снимать.
в тех же самых условиях. То есть, когда рассеянный свет, солнечно, жарко. 60 FPS, основной модуль и еще немного живности с бивнями. Фронталка. Немного видео с фламинго. Основная камера. Телевик X4, X10. 4К 60 FPS, и я вам скажу, что когда эта штука на тебя смотрит, у тебя четкое ощущение того, что тебя хотят съесть и могут это сделать. Хотя мозг понимает, что вроде бы он и не должен оттуда выпрыгнуть. Но с другой стороны, мозг также понимает, как ему это сделать. Допустим, по веточкам и спокойненько до меня. Учитывая мышцу. Хорошо, что он сыт. 4К 60 FPS, Honor. Вы видите, как работает телевик, основной модуль. И все довольно плавненько. Еще немного живности, 4К 60 FPS. Так они соседствуют здесь. И невдалеке лежит спокойно тигр и лев. X10. Ультраширик. 1080p 30 FPS. Вот такая выставка. Импровизированное искусство. Кто-то поймет, кому-то понравится, кто-то вообще не поймет. Но мне вот такие штуковины импонируют. Во всяком случае, для настроения. Возможно, это старость. Я допускаю это. Вот так. По минимуму. За 100 рублей. И что мы можем у нас в музеях, да, за 100 рублей посмотреть. То же самое в 4К 60 FPS. Если видите разницу, это хорошо. Значит, у вас хороший источник воспроизведения видео. Вот так. 4К 60 FPS. Нет, у меня не travel блока, и я не собираюсь доставать никого какой-то информации из разряда исторической ценности, а вот из разряда того, что можно приехать, поснимать, посмотреть, и как у вас будет девайс в тех или иных условиях отрабатывать, вы можете как раз оценить. Очень странно, многие писали, что рынок дорогой, но я вижу, что, ну, допустим, 50 бат. Это 120 рублей, можно поесть. Утрированно еще 10 бат вода. Не так и дорого. Ну, наверное, какие-нибудь товары общего потребления здесь по высокому ценнику. Потому что вот эта вся утварь и питание не очень. Но самое главное, Honor Ultimate вот так сможет снимать в данных условиях обстановки. К слову, представители из Азии, если кто разбирается в одежде, особенно Южная Карелия и Япония, они прям как с обложки сюда приезжают. Даже на такого рода рынки. Поэтому, если вы фэшн-блогер, как не смешно это звучит, здесь вам будет интересно. Попробуйте на паузу поставить и прикинуть, что на ком надето. Balenciaga покажется детской шалостью. И, разумеется, немного фронталки. 0,7 это максимальный уголь. 0,8 и единичка. Мне кажется, самое комплементарное — это ходить и вот так рассказывать, потому что ты можешь на штативе это делать. Единственное, я это делаю с руки. На единичку плохо, а на 0,7 вполне. Можно не смотреть, можно окружающую действительность оценивать и периодически показывать народу, как можно избавиться от ороговевшей кожи. Как у нас, кстати. Но здесь они, скорее всего, голодные. Не похоже, что здесь много народа сидит. Хотя кожи внизу много. Вот так. 4К 60 FPS. И как выглядит огонь, вы знаете. Как его снимает Honor, вы видите. Пристрастился к морепродуктам. Наличие мультивидео — это всегда хорошо. Можно сразу переключаться X2, X5, X1. Ну, все то же самое, как и в Honor Magic 5 Pro. ПО не поменялось. Удобно, что можно это делать в режиме реального времени. 4К 60 FPS, основной модуль, и вот так он будет справляться с неприятным освещением. Ну, смотреть туда тяжело, лампа накаливания, но все равно, по мне, он должен был бы выводить. Но он не вывозит. Ну и ладно. И вот так, в одной руке, съемка. Ограничение, напоминаю, что здесь 15 минут. Абсолютно не флагманское ограничение.
но по съемке это те же Huawei. Обратите внимание, как все объемно. Ну вот по факту реально картинка, которую я вижу всегда с Huawei или Honor топовых, она безумно объемная. Что на фото, что на видео. Я понятия не имею, как они это делают. Но в этом смысле они молодцы. По поводу всего остального оценивать вам. Напоминаю, что специально снимаю с одной руки. Вот, видите, сейл. Сейл, непонятно, Ориго или нет. Но ввиду того, что сейчас весна, у всех сейл. Съемка с одной руки. Вот так вы сможете себя снимать в помещениях, конкретно в торговом центре. Все равно у меня смутное ощущение, что это все дело вот так можно 0.8 X1 делать, разумеется, Face ID, и что оно все равно улучшалка включена, хотя я все отрубил. Фронталка в ресторане, в магазине, который у меня ресторан. Вот так оно будет снимать. Как говорится, штука в Like Prodigy. Жаль, что погиб солист. И вот так вы сможете что-нибудь рассматривать, покупать, снимать и потом опять покупать. Допустим, какие-то такие штуки. Онигири хочу. Нет, онигири. Ну ладно, вот так. Основа X4, X10. Телевики вообще топ. Все время забываю. Вот это мюсли. Хотите мюсли? Умножайте на 2,5. Вот это я понятия не имею, что это. Но это не мюсли. Вот это мюсли. И да, вот такие вот цены на всякие хлопья. Плюс-минус можно гипотетически дешевле найти, но не особо дешево. И ну, даже такой кофе, правда, к сожалению, лучше объективно. А вот зерновой не лучше вообще. 60 FPS это все косметика. Вы ощущаете? Это просто продуктовый магазин. Главное, что они все разные. То есть прикол в том, что это все разное. Это еще маленький вариант. Так что если девушки есть, ну они есть 6% канала, можете оценить. Ну и соответственно много всяких еще таких штук. Да, это не все. И это не все. И это еще не все. Такая магия. Магия просто. X4, X10. Основа 4К 60 FPS и вечер. Уже лампы работают. Вот так вы сможете снимать в обстановке, в которой запахи хуже, чем видео в десятки тысяч раз, а видео в принципе интересное, согласитесь. Шмотки, еда. Ночь, фронталка, я не понимаю, почему она ловит зайчиков, но она ловит зайчиков, притом конкретно. Протирал несколько раз, как мне любят говорят, но у тебя все плохо снимает, потому что не протираешь. Протирал. Вот так пока. И можно переключаться 0.7, 0.8 и единичка. Норм. Ну что, мультивидео. Притом здесь можно переключать режимы, разумеется, в онлайне. Можно увеличивать основную камеру, переходя через модули. Можно менять режимы в онлайне. Притом ничего не надо будет сбрасывать. И ну, это удобно довольно. Можно будет менять камеры. Все происходит довольно быстро. Плюсом за это в карму. И есть еще X1. Интересно, что это такое. X1 запись со скоростью 2.4. Вот сейчас запись с обычной скоростью. Неплохо. X5. Играйте сколько хотите. 4К 60 FPS. Рынок. Основная камера с одной руки. Можно делать X4. И можно делать X10. Соответственно, телевик работает супер. Старт с телевиком мы не будем проверять? Или будем? Вот сейчас я иду. X4, X10, X1. Ограничение, повторяюсь, 15 минут. И магия. Нет, можно только фотки делать. Я уже обрадовался, что можно перевернуть камеру. Фронталка 4К 30 FPS это максимум, но это в принципе неплохо после всех этих BBK-евских 4К отсутствующих только 1080p. И даже Xiaomi 13 Ultra, который был у меня на обзоре, имел на фронталке только 1080p, а здесь 4К в конце концов, среди концов. И если посмотреть, как он против солнца, это получается против солнца
съемка снимает. Он снимает довольно неплохо. По поводу стаба и всего остального вы можете сейчас видеть. По поводу роллинг-шаттера я не могу сказать, потому что очень часто я не вижу его на самом смартфоне, а потом в исходнике я уже его вижу. Будем надеяться, что он будет отсутствовать. Разумеется, здесь можно делать изменения 0.7, 0.8, X1. В режиме онлайн можно ставить на паузу и можно делать, разумеется, фото. Ну а здесь 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Здание, которое очень часто вы видите в примерах фотографий на моем канале. Только я их делаю с, получается, здания. Вот так примерно сможете снимать кого-то на телевик X4, X1. И двигаемся, останавливаемся. Менять на фронталку нельзя в 4К 60 FPS, но в принципе все снимает все равно неплохо. Вот смотрите, допустим, медленное увеличение. Вы видели, как он переключился на телевик. И теперь X10. 4К 60 FPS. И вот так вырезаю для данного здания фигурки, которые вы видите последние полгода в примерах моих фото. Вот вблизи X4. Телевик X10, но здесь уже цифра. Вот так. И немного фронталки в цеху. Вот так она будет снимать вас в 4К 30 FPS. Основная камера 4К 60 FPS. И мне кажется, что в принципе довольно разумно снимать подобные штуки, потому что даже те, кто сюда приедут, мне кажется, при 40 с лишним градусах вполне возможно не захотят сюда идти. А сейчас эта штука закрывается в 5 часов вечера, и все еще безумная жара. Хотя у меня с сердечком все хорошо, все равно мне вообще никак не кайфово. Я вам скажу, что не стоит сюда идти, если у вас проблемы со здоровьем, потому что слишком жарко. Слишком. То есть где-то через 20 минут, даже если вы попадете в необходимое время. К слову, 4К 60 FPS, основная камера, разумеется, Honor Ultimate. Все равно вам будет жарко. X4, X10. И вот такая фронталка против солнца. Опять же, та же локация. 4К 30 FPS. 4К 60 FPS. У вас здесь есть сейчас возможность осмотреть данное здание вблизи. Повторяюсь, то, которое я снимаю все время с высоты птичьего полета. Расширик 1080p 30 FPS. Пусть скромный, но вот, допустим, для общих видов каких-то, возможно, вполне кому-то будет хватать. Насчет автофокуса всего остального видите сами, что работает. У ультраширика это довольно хорошее свойство, но разрешение супер-мега скромное. 1080p 30 FPS это, конечно, не разрешение для флагмана. Можно переключаться, разумеется, на основной модуль, на телевик X4. И после этого со съемки с двух рук X10. Хорошо снимает. Тысячу раз. Самому противно повторять, что он хорошо снимает, но он и правда хорошо снимает. Honor, Huawei великолепно снимают, особенно объемно и с цветами. Вот сейчас я вижу, что все хорошо, надо смотреть, правда, будет дальше с основного модуля уже на компьютере, на откалиброванном мониторе. То, что он показывает у себя, это не то, что я увижу в исходнике. Классно, видите, переходы такие с X10 на дерево и дальше на здание. Довольно плавно. Хотя с тенями он, конечно, играет люто, но а что лучше с тенями играет в таких-то условиях? И еще чуть-чуть фронталки. Я не понимаю, почему со светом она не справляется. Да, освещение, конечно, прямо аж бьет по глазам, но зайцев, солнечных зайчиков здесь нет, одно дерево вокруг. Ну вот так. И это было 1080p 30 FPS. 1080p 30 FPS и сейчас. Можно уходить на ультраширик, можно на телевик перепрыгивать и X10. 4К 60 FPS. Здесь ультраширика нет, здесь есть только телевик X4 и X10. X4, X1 основной модуль. Помещение кажется, что небольшое, но по факту оно очень-очень-очень большое. Можно сказать, окей, наши православные храмы больше, но это тоже не маленький. Даже очень не маленький.
Теперь 4К 60 FPS, как говорится, обратный поход наверх. Если бежать, хотя лучше не бежать, или сердце остановится. А вот так примерно сможете снимать. Умножаем на 2,4 и понимаем, что не все так критично еще в нашем мире, правильно? Даже на 2,5. Здесь плюс-минус то же самое, 2,5, но опять же это 4К 60 FPS, самое важное же это. 4К 60 FPS, вкусняхи, кому надо, ставим на паузу. Минусы: нет мини-джека, поддержка только 66-ваттной зарядки, нет возможности расширить память, что стандартно, и процессор тротлит, смартфон перегревается, плюс версии без гуглов — это костыли, притом везде, а версия с гуглами стоит космос. Помимо этого, мне не особо понравилась видеосъемка, но здесь все относительно, как говорится. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Кому нравятся подобные обзоры, не забудьте написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Ну и резюмировать я бы хотел на камеру основную самого девайса. Я, как уже и говорил ранее, что это тот же Honor Magic 5 Pro, но я его гонял дольше, честно, этот Ultimate. На него пришло обновление, обновился плюс еще и Antutu, и он почти выбивает 1 300 000 баллов в тех же тестах в Antutu, что и остальные флагманы. У него направленный микрофон, он неплохо снимает видео, но, повторяюсь, допустим, тот же огонь намного лучше снимал Pixel 7a и iPhone 14 Pro Max, когда я делал съемку ночью. Если говорить, допустим, об оболочке, 12 часов автономности — это просто нереальная бомба. То, что он показал в PC-марке, даже пусть с автогерцовкой, пусть в автояркости, он был просто супер-мега молодец. И это подтверждает тест в Твиче. Когда я опять же гонял его на максимальной графике в PUBG, New State не встал. Вот вам очередной минус китайской версии смартфона. Он съел всего 19%. И это в прямом смысле слова рекорд. У меня было 18%, но там были совсем другие настройки. Яркость он не сбрасывал. Многие флагманы даже сбрасывают, если говорить об играх. Про видео я уже повторяюсь, что есть некоторые смартфоны, по моему мнению, которые снимают и фото, и видео, которые в 2 раза дешевле, чем он. И все будет удачно. Если говорить о каких-то других специфических его свойствах по поводу купили и продать, это практически невозможно. В те же деньги вы потеряете минимум 30%. Honor Magic 5 Pro мне пришлось продавать на 27%. Я дешевле его продал, чем купил. Это просто справка. Понятно, что вы не покупаете смартфон для того, чтобы завтра продать. Но вы должны четко понимать, что если вы будете приобретать этот смарт, я от себя могу сказать, что если вы купите его в глобалке, на 3-4 года его за глаза и за уши вам хватит. Это кайфовая штука. Если говорить о моем опыте использования как пользователя, то мне не очень понравился тач, который я здесь особо и проверить не смог. В играх он вел себя неплохо, но не топово. Здесь нет топового вибра, здесь нет топового звука. У него топовая внешка, у него топовый экран по характеристикам, но опять же здесь не 550 ppi, а 460. И где мы не танцуем, вроде бы все хорошо, и какие-то, допустим, отправные точки в моих обзорах, это тест на Твиче, он не заваливает. Но с другой стороны, в видео я не скажу, что он царь и бог однозначно. Снимает хорошо фото, практически все, и даже смартфоны за 20 тысяч с Google камерой и долгим и упорным установкой на, не знаю, штативах, правильным углом и всем остальном дадут фотографии не хуже, потому что все равно все в соцсети их выгружают. Там все это дело пережимается, и в итоге мы получаем то, что получаем. Смартфон мне понравился. Тех, кто его покупает, я понимаю. Подводных камней здесь по минимуму, если, еще раз повторяюсь, вы купите его в глобалке. Если в китайской версии, мое мнение субъективное, когда ты выкладываешь такие деньги, у тебя не должно быть никакой боли, никаких там джибоксов. Как мне пишут очень часто, что тестируй все устройства, допустим, при включении игрового режима, и стресс-тесты, и все остальное. Друзья, в яблоках это есть. Почему я, как пользователь, должен напрягаться и, не знаю, что-то копаться в настройках камеры, устанавливать джекам, когда я выложил $1000 за аппарат? Мое мнение, не должен. Если вы хотите где угодно что-то там допиливать, допиливайте это дело. Насколько можно этот девайс допилить, я уверен, что практически до состояния конфетки. Как, в принципе, любой смартфон дороже $500 именитых брендов. Это все-таки А-эшелон. Он не боится воды, у него море плюсов, но ценник, еще раз повторяюсь, не его плюс. От меня девайсу однозначно да, в глобальной версии, в китайской подумайте 1000 раз, стоит это того или нет. Напоминаю, что у меня было море обзоров на подобные девайсы, и в этих условиях, когда у тебя идеальное освещение, а у меня оно сейчас идеальное,
Тестировалось очень много устройств. Посмотрите другие устройства, также выводы и решите для себя, стоит оно того или нет. Huawei, кстати, справлялся довольно плохо с этой студийной съемкой, по моему субъективному мнению. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Следующий обзор на телефон, скорее всего, будет Pixel 7a. Потом, возможно, я пообозреваю Poco F5. Хотя, по мне, это лютый оверпрайс. Я не знаю, как мне все начинают написывать постоянно, что это топ за свои деньги. Еще раз повторяюсь, iQOO Neo 8 Pro вышел недавно. Это аналог Poco F5 Pro. А iQOO Neo 8 это аналог, получается, F5. И посмотрите спеки у одного и второго. Смахните скупую слезу и забудьте вот об этой фразе «Poco топ за свои деньги». Мое субъективное, опять же, мнение. Honor – отличный девайс, ощущение премиума есть. Добра и удачи вам, дорогие друзья.